Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня хотела бы вам предложить вот такой очаровательный, красивый, очень нарядный джемпер. Нашла на просторах интернета эту ажурную волнующую нежность и загорелась желанием сделать мастер-класс. Как всегда в нашем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Подробнейшим образом мы рассмотрим, как вязать ажурный узор. Будет выкройка. Я расскажу, как сделать расчет плотности, что такое вертикальная плотность, зачем мы ее будем применять. Да? То есть все петельные расчеты тоже будут в этом мастер-классе. То есть в моем мастер-классе будет все, чтобы вы сели и спокойно связали эту модель. Итак, начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Yarn Art Gold. 100 грамм 400 метров, состав 92% акрила, 8% металлика. Это турецкая пряжа хорошего качества, цвет 93-55. Ну, что еще могу я сказать? Мягкая, абсолютно мягкая пряжа. С люрексом она. Не знаю, передает ли камера. Видите, вот такие вот блестящие голубые. Здесь встречается нить. Переплетена, да? Качество нити очень хорошее. Когда я вяжу, вы видите, я не цепляю, да? То есть очень удобно вязать. Ну и не знаю, передает ли камера блеск. Блеск не передает, наверное, да? Ну, в общем, девочки, спицы я использую 3,5. И эта пряжа блестит. Солнца вот сегодня нет, у нас дождливая погода, поэтому не получается вам показать блеск этой пряжи. Может быть, как-то вот под углом поблестит на камеру, не знаю. Так, мои хорошие. Мне очень понравилось вязать из этой пряжи. Очень такой праздничный получается вариант джемпера. Мягкий, приятный, средней толщины. Вернее, даже тонкая она такая. Нет, ну все-таки средняя больше. Тонкая — это когда мы совсем-совсем тонюсенькую ниточку используем. А здесь все-таки спицы 3,5. В общем, все очень хорошо и красиво получается из этой пряжи, мои хорошие. Я вам очень рекомендую эту пряжу посмотреть ее в деле, применить. Возможно, вам понравится, вы тоже захочете потом что-то из нее, из других расцветок вязать. Цвет, как видите, нежно-голубой и очень приятный. Сейчас я вам покажу схему узора. Значит, у меня, смотрите, как вы видите, снизу начинается 2 раппорта я связала по одной схеме, и большая часть нашего ажурного джемпера вяжется схемой номер 2. По схеме номер 2, и вот эти вот ромбики, они у меня вверху. 2 ажурных узора переходят один из одного в другой. Так, ну и сегодня мы это все с вами сделаем. То есть я вам покажу, как перейти от одного узора к другому раппорту, да. И, в общем-то, сейчас дело остается изучить схему и приступить к вязанию ажурного узора. В данной модели будет использоваться 2 схемы. Первая схема верхняя, идет по низу изделия, 4 раппорта в высоту вяжется. Вот эта схема. Вот, видите, да? Я ее увеличила. Попробую еще. Ой, это слишком. В общем, вот такая схема. И вторая схема более основная, я бы так сказала, потому что она занимает большую часть модели. То есть там и рукава ей вяжутся по этой вот схеме, да.
Я условно буду называть схема 1 – это верхняя, схема 2 – это нижняя. Они отличаются чем? Собственно, раппорт узора верхней схемы. Схема 1 составляет 16 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Схема номер 2, ширина раппорта 8 петель и в высоту 12 рядов. Ажурные ромбики. Вот это вторая схема. Про условные обозначения здесь особо рассказывать нечего. Здесь все очень понятно, да. То есть лицевая петля – это пустая клеточка, кружочек. Это накид. Вот такой треугольничек перевернутый. Это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот такие вот черточки наклонные. 2 вместе лицевой с наклоном, соответственно, вправо и, соответственно, влево. Вот и все. И особенность этого узора ажурного – у нас добавляется 1 петля для симметрии. Вот справа видите, что в одном узоре, что во втором узоре. И это надо учитывать при распределении петель, когда будем вязать. Я об этом буду рассказывать, заострять внимание. Так, теперь что касается выкройки. Давайте посмотрим выкройка. Вот такая выкройка родная из этого иностранного журнала. Вот, смотрите, 2 размера у меня здесь будет, вернее 4. Первый размер 42-44, второй размер 48-50. Как вы видели, моделька у нас свободного облегания, да? Посмотрите еще раз внимательно, видите, она очень свободно сидит на девушке, да? То есть так задумал дизайнер. Поэтому, мои хорошие, обращаю на это внимание. Рукава 3/4, тоже обращаю на это внимание. По низу планки никакой нет. Как я вам уже сказала, схема 1 используется. Основная часть джемпера вяжется по схеме 2, то есть вот этими ромбиками. Обвязывается вырез горловины, как видите, изнаночная гладь идет там. Так, вот и вся особенность. Так, возвращаюсь опять к нашей выкройке. Смотрите, все эти нюансы я учла в этой выкройке и составила вот такое подробное описание, как всегда. Про пряжу вы уже все узнали и посмотрели, да? Расход общий будет 400-500 грамм в зависимости от размера. Спицы я вам тоже называла 3,5. Понадобятся круговые спицы для обвязки горловины. Тоже 3,5, можно 3 взять. Плотность вязания определяем в процессе вязания, сразу как свяжем образец. Смотрите, это тоже важная информация. Спинка. Вот эти все попетельные вычисления тоже у меня идут в конце видео. После того, как свяжем образец, определяем плотность. Да? Ну а все вот эти мои... Все это текстовое описание будет выложено под видео. Да? Посмотрите там внимательно. Там всегда все обычно бывает. Да? Все вот эти вот расчеты я вам сейчас, конечно, зачитывать не стану. Основные моменты мы разбираем в конце видео, как я уже говорила, когда считаем плотность. Ну и более детально я уже считаю самостоятельно, выкладываю вот это вот описание под видео для вашего удобства. Так. Ну и все, мои хорошие, давайте приступим с вами к вязанию ажурного узора. У нас их будет 2. Итак, мы будем вязать с вами 2 схемы. Начинается у нас наш узор вот с этой схемы, да, 16 петель в раппорт и 8 рядов в высоту. Вторая схема — это вот эта схема, и 8 петель у нас в ширину и 12 рядов в высоту. И начинаем, набираем 35 петель. Я связала первый один раппорт вот этого первого узора. И в общем показываю вам, как его вязать. Значит, почему у нас 35 петель получилось? Ну, 16 и 16 это 32. Плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Первый ряд. Вяжем. Сейчас у нас будет с правой стороны идти для симметрии. То есть это не участвует в раппорте, это петли для симметрии.
2 вместе лицевой с наклоном влево. И начинаем раппорт. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном, 3 вместе лицевой, девочки, с выделением центральной петли, без всяких наклонов. Опять накид, лицевая, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Это был первый ряд одного раппорта. Второй раппорт будет вязаться также, только по схеме мы вместо 3 вместе лицевой вяжем 2 вместе лицевой. То есть вот такая вот разница. То есть самый последний раппорт мы будем вязать согласно схеме. Да? Сколько бы у нас не было впереди раппортов, последний раппорт вместо 3 вместе лицевых вяжется 2 вместе лицевых. Все четные ряды мы вяжем изнаночными петельками, в том числе и накиды. Сейчас вяжем третий ряд. Снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это были петли перед раппортом. И раппорт вяжем 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали первый раппорт. Второй раппорт вяжем также, только в конце вяжем вместо 3 вместе лицевой 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Пятый ряд у нас. Мы будем вязать снова 2 вместе лицевой с наклоном влево перед раппортом. И далее раппорт вяжем 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали раппорт, связали пятый ряд раппорта, и теперь у нас с вами второй раппорт мы будем вязать также, только в конце вместо 3 вместе вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. У нас 7 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево перед раппортом. И вяжем раппорт. Лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, накид, лицевая и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали раппорт. Второй раппорт вяжем также, только заканчиваем не 3 вместе лицевой, да, а 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Теперь мы будем с вами вязать, значит, вторую схему. И смотрите, здесь у нас раппорт 8 петель, то есть у нас в предыдущем раппорте узора первого будет умещаться сразу 2 узора вот по схеме 2, да?
То есть сейчас у нас получится, по сути, 4 раппорта. 4 будет раппорта. И тут тоже такая особенность. Смотрите, тоже раппорт у нас будет заканчиваться 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, да, а вот мы вяжем сколько-то там нам нужно раппортов, и крайний левый раппорт всегда будет заканчиваться вместо 3 вместе лицевой, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот такая особенность у нас. Видите? Именно вот конкретно я говорю про первый ряд. Так, ну что ж, давайте вяжем первый. Первый у нас также будет для симметрии справа петля добавляться. И сейчас у нас будут вязаться 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Перед раппортом вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Начинаем раппорт. Накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем снова накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали первый раппорт. Затем вяжем сразу же второй раппорт. Снова накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид и снова 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали второй раппорт. Вяжем третий раппорт. Накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. И последний, четвертый раппорт вяжем. Снова накид, 5 лицевых. Снова накид. И вот теперь, как я говорил, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это последний наш раппорт. Кромочный вяжем изнаночной. Я вот сейчас вам, девочки, показала, как вязать, значит, распределять, как перейти от одного узора к другому, да. Вот первый ряд связала. Здесь также все четные ряды вяжутся изнаночными петельками, да. А теперь я буду вам показывать только один раппорт. И он, как вы поняли, будет повторяться 4 раза в нашем вот конкретном узоре. Вяжем третий ряд раппорта. И мы вяжем, первый у нас идет лицевая перед раппортом, и начинается раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Вот такой вот раппорт. И повтор идет снова. Пятый ряд у нас вяжется. Первая лицевая перед раппортом. Далее начинаем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. Раппорт связали, повторяем раппорт. Седьмой ряд у нас. Вяжем. Лицевая перед раппортом, вяжем раппорт. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид и 3 лицевые. Связали раппорт. Девятый ряд. Лицевая перед раппортом. Начинаем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Связали раппорт. 11 у нас ряд. Вяжем. Первая лицевая перед раппортом идет, и начинается раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
накид 3 лицевые, накид 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, провязали раппорт, повторяем раппорт. 12 ряд мы будем вязать, как смотрят петли, то есть все изнаночные. И затем будем с вами повторять этот узор с первого ряда, с 1 по 12 снова. Будем делать влажную тепловую обработку горячим паром. Я вот так воздействую на наш образец. Сейчас у нас он стал очень такой податливый, мягкий. Растягиваем его в разные стороны. Так, потянули. Края тоже надо заняться, хорошенько их намочить. Так. Оставляем сохнуть наш образец в таком виде. Сейчас он высохнет, примет свою красивую форму. Теперь будем измерять ширину и высоту образца и вычислять плотность. Значит, измеряем ширину образца. Так. У меня получается 20 сантиметров. 20 сантиметров. И мы набирали 35 петель. Да? 35 поделить на 20 сантиметров. Это будет плотность 1,75. Запишем. В 1 сантиметре 1,75 петель вмещается. Так, теперь что касается вертикальной плотности. Сейчас также высоту померяю я нашего узора. Так, высота узора, все лежит как положено, да? Высота узора составляет 14,5. Здесь тоже. Так, 14,5. Отлично. Сейчас посчитаю, сколько у меня рядов. Так, девочки, я посчитала ряды в раппортах и померила. У меня 2 раппорта связаны первым узорчиком и 2 раппорта связаны вторым узорчиком. Итого получилось 40 рядов. И 40 рядов мы поделим на сантиметры. 40 поделим на 14,5 сантиметров. Получается 2,75 плотность по вертикали. То же самое. То есть в 1 сантиметре 2,75 ряда умещается. Вот такие цифры. И сейчас по выкройке будем составлять индивидуальное описание. Вот такая у нас выкройка будет использоваться. Это родная выкройка из иностранного журнала. Здесь не было размеров, и в общем размеры я оставила в большинстве случаев свои. Вот только были вот эти вертикальные размеры, рукава и самой спинки переда, и все. Ну ладно, это к слову. Давайте сейчас с вами посчитаем. Смотрите, значит, у меня будет использоваться 42-44 размер с шириной спинки 47,5, да? И 48-50 размер с шириной спинки 56 сантиметров. Все, что касается размеров побольше, я скажу чуть позже. Начинаем мы расчет с того, что определяем, сколько петель надо набрать по спинке и переду. Для этого я нашу ширину 47,5 умножаю на нашу плотность, которую мы определяли по горизонтали 1,75. Получается 83 петли. Как правило, это бывает черновой вариант. Мы сейчас уточним эту цифру. Возможно, такую же оставим, возможно, будут изменения небольшие. Второй размер идет 56 сантиметров.
Также умножаем на плотность 1,75 и получаем 98 петель. То же самое уточнять будем. Значит, что значит уточнять? Это значит, что мы с вами внимательным образом обращаемся опять к схеме и видим, что у нас раппорт составляет 16 петель плюс 1 петля для симметрии. Помните, мы ее справа тоже учитывали, когда вязали образец. 98 поделить на 16. Получается, девочки, 6 целых раппортов. Да? И далее надо добавить 2 кромочные и 1 петлю для симметрии. Давайте. 6 целых раппортов умножаем на 16. Это будет 96 петель задействовано в узоре. Плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Итого у меня получилось 99 петель. То есть уточненный наш вариант это 99 петель. Так, с этим все понятно. На первый маленький размер то же самое делаем. 83 у нас было петли. Делим на 16 число петель в раппорте. Получаем 5 раппортов целых. Да? 5 раппортов целых плюс 1. Так, 5 раппортов целых на 16. Это будет 80 петель. Плюс 1 петля для симметрии. И плюс 2 кромочные. Уточненный вариант 83 петли. То есть тут у нас все идеально совпало. Отлично. Обращаем свое внимание на вырез горловины и плечи. Здесь также будем считать с применением плотности. Вырез горловины на выкройке 20 сантиметров. 20 сантиметров умножаем на плотность 1,75 и получаем 35 петель. Записали. И все, что касается плеч, сколько петель придется на плечи, здесь можно посчитать уже как бы следующим образом. Смотрите, 83 петли, общее число петель, отнимаем 35 петель для выреза горловины, получаем 48 петель. И делим на 2 плеча, у нас же их 2, получается на каждое плечо 24, по 24 петли. То же самое касается большого размера. 99 петель отнимаем 35 петель горловины, получаем 64 петли, делим на 2 плеча и получаем на каждое плечо по 32 петли. Вот таким образом делаем расчет. Переходим к рукавчику. У рукавчика, значит, 3/4 у нас рукав, 25 сантиметров внизу умножаем на плотность 1,75 и получаем, ну, вот такое число, скажем так, 44 петли, да, 44. Я думаю, что там тоже нужно, чтобы было нечетное число, поскольку 43 надо написать, потому что у нас, девочки, с вами 1 петля для симметрии добавляется, да, когда мы будем узор распределять. Все-таки нечетное число, да. И таким же образом мы с вами действуем по верхней части рукава, самой широкой, 40 сантиметров умножаем на 1,75, получаем вот такое число 70. Запишем его как черновой вариант. Сразу скажу, надо либо чтобы был 71, либо 69, да. И для второго размера там 42 сантиметра, 42 умножить на 1,75 будет 73 петли, запишем. Так, то есть 69 и 73, вот такой расклад. И смотрите, как устроен этот рукав. Внимательно. У нас идет скос от самого начала, да, вязания рукава. И приблизительно в высоте 5 сантиметров до оката уже скос прекращается и вяжется прямое полотно. Поэтому, значит, мы до оката у нас указан размер 33 сантиметра. Мы вот эти 33 сантиметра отнимаем 5 сантиметров, получаем 28 сантиметров. Высота высота скоса, скажем так. И 28 сантиметров переводим сразу в ряды. Для этого используем нашу вертикальную плотность. Помните, в 1 сантиметре 2,75 ряда. Вот мы умножаем 28 сантиметров на 2,75 ряда.
Получаем 77 рядов, девочки. То есть у нас будет скос вычисляться на высоте 77 рядов. И я тоже это записала. Вы тоже себе запишите цифру. И смотрите, далее вычисляем, сколько же нам надо будет прибавить петель. Справа и слева симметрично они прибавляются и одновременно, по одной петле обычно. Нам нужно узнать интервал, то есть через сколько рядов будет делаться прибавки. Для этого из большего числа мы вычитаем меньшее число, то есть из 69 мы отнимем 43 и получим 26. Да? И поделим на 2 скоса, у нас же их 2 скоса, то мы будем, значит, прибавлять справа и слева по 13 петель одновременно. И через какой промежуток, через сколько рядов, это тоже считается следующим образом. 77 рядов, которые мы с вами перед этим считали, поделим на 13 петель и получим, что, ну, видите, практически в каждом шестом ряду будет у нас выполняться прибавка. В каждом шестом ряду. Для большего размера поступаем таким же образом. 73 по верху, отнимаем 43 по низу рукава петли, получаем 30 петель, делим на 2 скоса, по 15 петель справа и слева будем прибавлять с вами. И через сколько рядов? 77 рядов делим на 15, получаем в каждом пятом ряду, девочки, будем делать прибавки для большого размера. Дальше смотрите, у нас здесь идет еще небольшой скос. И у оката, да, вот такой вот небольшой скос у оката. В общем, здесь у меня 8 рядов будет этот окат формироваться. 8 рядов. И через равные интервалы будут делаться убавки. 8 рядов очень удобно сделать, значит, в каждом втором, да, то есть 4 убавки нам надо убавить. И убавлять мы будем всего 20 петель. Как я посчитала 20 петель? Очень просто. Я вот эту серединную часть сделала 30 петель и 34 для большого размера, да? И все, что у меня осталось после 69 и 73, 20 петель. Распределила на равные интервалы. То есть 4 убавки по 5 петель. Вот так. То есть делаем в каждом втором ряду 5 петель, убавляем здесь по окату. И в итоге у нас остается на маленький размер 30 петель и на большой 34. И мы закрываем все это дело на одной общей высоте. Какой высоте? Смотрите. Значит, здесь у нас было 90 рядов, 77, потом мы еще 5 сантиметров вязали вверх. Но это приблизительно до 90 рядов. И на высоте 90 рядов стали формировать вот этот небольшой окат. И в итоге у меня получается еще 8 рядов мы окат формировали. Общая высота рукава получилась 98 рядов. То есть на высоте 98 рядов мы закрываем оставшиеся петли 30 и 34 для большого размера. Все. Также вертикальную плотность надо учитывать при общей высоте изделия. Смотрите, вот у меня здесь стоят размеры. Для маленького размера высота общего изделия 55, для большого 59. Давайте 55 умножим с вами на 2,75. Плотность по вертикали 2,75. Получим, девочки, 151 ряд. Так, для большого размера 59 сантиметров на 2,75. Это будет 162 ряда. То есть вот такая у нас высота с вами получается. Здесь необходимо будет сделать вырез горловины по переду. Значит, по спинке вырез горловины не будет делаться. Будет просто на общей высоте закрываться все петли и распределяться на плечо столько-то, на горловину столько-то. Да? По переду у нас будет вырез небольшой делаться. Глубина выреза будет 3 сантиметра. Вот я нарисовала
да, и формироваться он начнется на высоте 146 ряда. И как его сделать, я расскажу подробно в своем описании, выложу его под видео. Как всегда, под видео все, что мы сегодня с вами наговорили, будет выложено, девочки. Это я вам так рассказала. Если вам понадобится, возможно, у вас будет другая плотность, другая пряжа. Да? То есть вы по аналогии сможете все это пересчитать под себя. Возможно, у вас будет другой размер. Смотрите, значит, здесь вот у меня очень хорошо все практически попетельно совпало, но если у вас будет другая ширина, предположим, 60 сантиметров, да, то вы должны поступать аналогичным образом. 60 на 1,75 плотность по горизонтали, вот 105 петель. Вот на 105 петлях надо будет распределять узор 16 петель раппорт, 6,5. Как я в этом случае рекомендую сделать? Можно добавить лицевую гладь справа и слева. То есть у вас 6 целых раппортов плюс 1 петля для симметрии. То есть вот смотрите. То есть мы уже знаем, что 6 целых раппортов это 90, у нас получалось, помните, 96 петель. Да? Вот к 96 петелькам мы прибавляем с вами 1 петлю для симметрии, 2 кромочные. Это уже вот 99 петель, правильно? А нам надо, чтобы было 105. Из 105 мы отнимаем 99, у нас получается 6 петель, которые нам надо как-то с вами добавить. Предлагаю добавить справа и слева по 3 лицевые петли. То есть вот так выйти из ситуации на размер, который не попал, скажем так, в раппорт. Да? Лицевую гладь добавляете, справа симметричная, слева, и у вас все получается. Вы наращиваете, скажем так, ширину изделия, да, за счет лицевых петелек симметричных. Вот такой выход для другого размера я могу вам предложить. По-другому никак не получится. Да? Так, ну а сейчас на этом все, я заканчиваю мастер-класс, поскольку я вам все более-менее подробно и ясно изложила. Все это описание, еще раз повторюсь, под видео я выложу для вашего удобства. Желаю вам удачи, мои хорошие, и до новых встреч!